Путин провел срочные переговоры. Песков пытался прикрыть начальника, но скрыть беспокойство хозяина Кремля оказалось сложнее. Они стреляли по энергетике, потом по домам, теперь просто по толпе. И это в день переговоров. В Европе сделали жесткое заявление, в Вашингтоне приготовили новые санкции. Стрельба в Москве, нападение на силовиков, возвращаются лихие 90-е или ветераны с войны. Пули свистят уже в самом элитном районе столицы. Задержание прямо в парламенте. В Германии взялись за российских шпионов и друзей Лукашенко. Такого в Кремле точно не ожидали. Недружественный шаг союзника усложнил Москве дальнейшее ведение боевых действий. Дыра в бюджете привела к другой дыре. Оскал российского МИДа прошел трансформацию. Об этих и других событиях к утру четверга 5 февраля. Коротко о главном. Новости Нехта. Факты, скорость и ясность. Никакой паники, все идет по плану. Москва не видит ничего нового в планах Нью-Дели диверсифицировать импорт нефти, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Индия, как всегда, закупала эти продукты и у других стран. Поэтому здесь никакой новации мы не видим. Правда, действия начальника Пескова заставляют сомневаться в этих словах. Владимир Путин провел срочные переговоры с Си Цзиньпином. И этот видеосозвон произошел сразу после известий, что Индия, один из крупнейших покупателей российской нефти, может прекратить этот импорт. Уважаемый господин председатель, дорогой друг, после поздравлений с Новым китайским годом хозяин Кремля сразу перешел к главному вопросу. Россия в лидерах по поставкам в КНР энергоресурсов. Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер. Индия в последние месяцы под давлением Вашингтона сокращала закупки нефти у РФ. Но, по данным Bloomberg, все сырье, от которого отказались индийские НПЗ, выкупал Китай. Он нарастил импорт в январе до рекордных 1,5 миллиона баррелей в сутки. Но сможет ли Пекин купить еще, если Индия, как заявил накануне Трамп, полностью откажется от черного золота из России? Как думаете? В день очередного раунда переговоров в Абу-Даби Россия нанесла новый и откровенно террористический удар по Украине. В Дружковке Донецкой области российские войска атаковали рынок кассетными снарядами, что привело к гибели 7 человек и ранению 15. Агрессоры нанесли прицельный удар по одному из самых людных мест. В ЕС отреагировали на последние российские удары. Путин может прекратить эту войну прямо сейчас. Он не проявляет никаких признаков желания это сделать. Он злоупотребляет даже обсуждениями о прекращении огня, чтобы постоянно атаковать гражданскую инфраструктуру и убивать невинных людей. Именно поэтому мы будем постоянно направлять все наши усилия и энергию на поддержку Украины, а также на то, чтобы очень четко показать, кто является агрессором, а кто должен пойти на уступки. Из Вашингтона таких резких заявлений не поступает, но, как пишет Bloomberg, администрация Трампа уже подготовила новые санкции против России на случай срыва переговоров. Путин называл их новой элитой, но теперь ее представители представляют реальную угрозу для старой. Все уже привыкли к каждодневным новостям о нападениях, изнасилованиях и убийствах с участием так называемых ветеранов СВО. Но обычно пострадавшими были обычные россияне. Теперь пули свистят уже в одном из самых элитных районов Москвы. 2 бывших заключенных, позже завербованные на войну, устроили пальбу на той самой Рублевке, где живут самые богатые и влиятельные россияне. Причем огонь герои вели по сотрудникам МВД. Те пытались задержать эту парочку по подозрению в похищении и убийстве. В результате перестрелки бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» убили одного полицейского. Как выяснилось позже, они убили еще и таксиста, который их подвез. Один из СВОшников был застрелен полицейскими, другой задержан. Оба были осуждены за тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование. Но потом были помилованы Путиным и смогли заниматься любимым делом на войне.
А вот в российской провинции чиновники указали место представителю новой элиты. В Чувашии так называемый ветеран СВО попытался выступить на публичных слушаниях по реорганизации местной больницы, но что-то, как и спецоперация, пошло не по плану. Герой попытался выразить критику, но был остановлен силовиками. Да уйди, руки убери, я сказал. Его силой увели со сцены полицейские. Власти региона после инцидента заявили о конструктивной беседе, утверждая, что предложения жителей были учтены. Караул устал. В Германии взялись за пророссийскую пятую колонну. Скандального депутата от партии «Альтернатива для Германии» Йорга Дорнау задержали прямо во время заседания земельного парламента в Саксонии. Политика обвиняют в обходе санкций, связанных с поставками техники в Беларусь, а также в использовании труда политзаключенных на фермах там же. Обыски прошли в офисе депутата, жилых и коммерческих помещениях, а также в автомобилях. Задержание состоялось после того, как депутаты лишили его неприкосновенности. Но и охота на обычных российских шпионов в стране продолжается. В Гамбурге арестовали 2 граждан ЕС за попытку совершить диверсии на немецких военных кораблях. Работая в местном порту, 37-летний румын и 54-летний грек пытались вывести из строя несколько корветов. Прокуратура провела обыски в их домах в Греции, Румынии и Германии. Что касается мотивов 2 обвиняемых, расследование все еще продолжается, и предметом текущего расследования является также вопрос о наличии заказчика для этого деяния. Новые санкции за сотрудничество с Москвой. Вашингтон начал давить еще на одну страну. США требуют у Алжира не покупать российское. Только речь не о нефти, а о запланированной закупке истребителей Су-57. В ходе слушаний в Сенате Роберт Паладино из Госдепартамента заявил, что покупка российских военных технологий вызывает у Вашингтона обеспокоенность. По его словам, США используют дипломатические меры для предотвращения подобных сделок, применяя специальный закон. Алжир стал первым зарубежным заказчиком Су-57 истребителей 5-го поколения с поставкой, запланированной на конец текущего года. Эти машины заменят старые МиГ-25 и могут в будущем сменить Су-30. Союзник Москвы усложняет ей продолжение агрессии в Украине. Российским вербовщикам будет тяжелее искать пушечное мясо в Узбекистане. В стране вводят наказание за рекламу участия в боевых действиях за рубежом. Депутаты парламента приняли поправки в Кодекс об административной ответственности. Поощрение к участию в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства или на его стороне будет караться штрафами. Депутаты признали, что в общественных местах часто встречаются граффити и листовки с предложением работы за рубежом, которые на деле ведут к вовлечению в боевые действия или наркокурьерскую деятельность. В России насилие вырывается из-под контроля. Всего за 2 дня в стране произошло 3 нападения в школах. 2 инцидента в Красноярском крае. В одном случае ученица 8 класса сначала облила бензином класс, подожгла, а потом бросилась на одноклассников с молотком. В результате 7 школьников пострадали. 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Власти сообщили, что одна из пострадавших подключена к ИВЛ. В другом случае 14-летняя ученица принесла нож в школу и попыталась напасть на учительницу, ранив одну из девочек. Причиной нападения стали личные конфликты. В Уфе 9-классник устроил стрельбу в гимназии, попав в учителя и 3 одноклассников. К счастью потерпевших, автомат оказался страйкбольным. Местные власти сообщили, что причина нападения могла быть связана с буллингом со стороны одноклассников. Все нападавшие задержаны. В Думе уже назвали виновных в этом скачке насилия. Нет, виноват не Путин, демонстрирующий, что человеческая жизнь не стоит ничего, и не кремлевская пропаганда, накачивающая общество ненавистью ко всем на свете. Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета Думы по защите семьи, обвинила в росте насилия СМИ и соцсети. Пару месяцев назад министр внутренних дел Казахстана рапортовал президенту о настоящем разгроме организованной преступности. Если верить рапорту силовика, в стране за неполный год ликвидировали сотни ОПГ, но как минимум одну проглядели. А эта группа ворочала гигантскими суммами, зато она попала в поле зрения американских правоохранителей. 2 гражданина Казахстана, Ануар Абдрахманов и Таир Смагул, были обвинены в США в организации крупных схем мошенничества
мошенничество с программой Medicare на сумму более $1 миллиарда. По версии следствия, Абдрахманов захватил контроль над компанией Priority One, через которую подавал фальшивые заявки на поставки медицинских товаров и услуг. Средства выводились на счета за рубежом. В свою очередь, Смагул управлял компанией Medical Home Care, которая действовала по похожей схеме. Все это привело к большим потерям для программы Medicare и других страховых компаний. В Испании предложили запретить подросткам до 16 лет доступ к соцсетям. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что это станет частью мер по борьбе с цифровыми злоупотреблениями и обеспечению безопасности детей в интернете. Платформы должны внедрить системы проверки возраста, а производители устройств обязаны предоставить бесплатные средства родительского контроля. Сегодня наши дети оказываются в пространстве, в котором им никогда не предназначалось находиться в одиночку. В пространстве зависимости, насилия, порнографии, манипуляции, жестокости. Мы больше не будем это терпеть. Мы защитим их от цифрового Дикого Запада. Кроме того, власти планируют привлекать руководителей соцсетей к ответственности за незаконный контент, в том числе ненавистнический. Также планируется криминализировать манипуляции алгоритмами. Похожие меры хотят ввести и в Греции. Первой среди стран Запада запрет на соцсети для подростков в прошлом году ввела Австралия. Киевский нацистский режим продолжает атаковать гражданские объекты. Лицо российского МИДа, любимица миллионов. Это, конечно, был сарказм. Мария Захарова появилась перед журналистами в новом образе. Нет, это не прическа и не новый стиль одежды. Если хорошо присмотреться, то у соратницы Лаврова чего-то не хватает. Мир уже привык к оскалу российской дипломатии, но без зуба он производит не такое грозное впечатление. Дыра в российском бюджете отразилась на зарплатах в МИДе, или кто-то заставляет Захарову говорить все эти гадости? Мария, если это так, подайте нам знак. Иранцы атаковали 2 корабля США. Сын известного диктатора убит. Трамп похвалил Путина. Первый муж бывшей первой леди Соединенных Штатов арестован по подозрению в убийстве. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. И до встречи уже вечером.